В этом уроке мы разберем еще два свойства Flex контейнера. Одно из них– Justify Content. Оно позволяет выравнивать Flex элементы внутри Flex контейнера по основной оси. Основные значения Flex Start по умолчанию, Flex End, Center, Space Between, Space Around. И я бы еще добавил Space Evenly, но в принципе оно не так часто встречается, поэтому достаточно и этих. Flex Start. Элементы прижимаются к краю, от которого начинается основная ось. Flex End, соответственно, прижимается к краю, которого основная ось заканчивается. Центр. Элементы выстраиваются по центру родителя, как здесь и указано. Space Between. Крайние элементы прижимаются к краям родителя, оставшиеся выстраиваются внутри контейнера равномерно, так, чтобы между ними были одинаковые отступы. Так, здесь мы видим Flex Start, Center и Flex End. Space Between. Крайние мы видим, что прижаты к краям родителя, а оставшиеся равномерно распределяется пространство между ними. Space Around. Свободное пространство делится поровну между элементами и по половине от этой доли. Размещается по бокам от каждого элемента. Таким образом, между соседними элементами будет равное расстояние, а снаружи крайних элементов по половине этого расстояния. Это значение свойства используется не так часто, поэтому не переживайте, если что-то было непонятно. Просто для общей информации вы должны это понимать и знать. Space Evenly. Свободное место будет распределено так, чтобы расстояние между любыми двумя элементами было одинаковым, и расстояние от крайних элементов до края было таким же. Также редко используется, но я встречал в макетах, применял данное значение свойства буквально, наверное, несколько раз, поэтому также не переживайте, если что-то не поняли. Разберем на примере. Укажем Flex Direction по умолчанию, то есть role, и можем просто закомментировать. Давайте расположим наши элементы по центру. Justify Content, центр. Значение по умолчанию Flex Start. В начале нашей основной оси. Теперь давайте разместим в конце основной оси Flex End. И нам остается одно из самых популярных также значений свойств. Это Space Between. Очень часто использую его, но также указываю дополнительно отступы. О них мы также сейчас поговорим. Давайте закомментируем все ненужное. И пока что они будут в начале нашей основной оси. Что касается отступов. Ранее мы добавляли margin right. Нашим элементам приходилось заморачиваться, делать что-то примерно такое. Кроме последнего элемента добавлять отступ вправо, ну, например, 10 пикселей. И получалось что-то такое. Это делать не совсем удобно, и для этого нам на помощь приходит свойство column gap. Все просто, это отступ между колонками. 10 пикселей, и все то же самое. Только нам нужно писать меньше кода. Также есть свойство row gap. Это, давайте
запишем 15 пикселей. Это отступ между строк. Сейчас мы это не увидим, но не переживайте. Буквально через несколько минут вы поймете, для чего я это указал. Давайте запишем большую ширину для элементов. К примеру, 500 пикселей. Можем даже указать 700. И высоту чуть-чуть тоже увеличим. 100 пикселей. Видим, что наши элементы помещаются в контейнер, но значение ширины не то, которое мы указали. Все просто. Flex контейнер делает все возможное, чтобы наши элементы поместились. Для того, чтобы перенести элемент на следующую строку, мы используем свойство FlexWrap. По умолчанию оно указано NoWrap, и наши элементы не переносятся. Они помещаются в одну строку. Но если мы укажем FlexWrap, мы видим, что наши элементы переместились. Для того, чтобы занимать ровно столько места, сколько мы указали. Ширину 700 пикселей. И сразу же появились отступы между ними. Это и есть Row Gap, который мы указали 15 пикселей. Можем добавить 30, для того, чтобы более явно было. 30 пикселей. Так, надеюсь, это понятно. Вернем нашу ширину в исходное состояние. Давайте запишем 100 пикселей. Пусть это будут квадратики. Это можно закомментировать. А следующее у нас на очереди свойство Align Items. Это свойство выравнивания элементов внутри контейнера по поперечной оси. Помню, что поперечная ось перпендикулярна основной оси. В нашем случае вот она. Align Items имеет следующее значение. На самом деле их больше, но я перечислил основные. Это Stretch, значение по умолчанию. В нем элементы растягиваются вдоль поперечной оси так, чтобы заполнить всего родителя. Это очень удобно, если вы делаете двухколоночный макет. Да, на самом деле раньше приходилось придумывать какие-то костыли, чтобы добиться одинаковой высоты, но теперь достаточно указать свойство Line Items и значение Stretch. Я позже на примере покажу, и вы все сразу поймете. Flex Start или Start элементы устраиваются у начала поперечной оси. Разница в них небольшая, но очень важная. Второе значение Start уважает направление чтения выбранного языка. Бывает так, что, к примеру, иврит пишет справа налево. И это значение нам поможет. Flex End или End элементы устраиваются у конца поперечной оси, соответственно. Разница аналогична предыдущему пункту. И центр очень часто используется. Элементы выстраиваются по центру поперечной оси. Здесь на примере вы можете это увидеть. Flex Start у начала поперечной оси. Flex End соответственно у конца поперечной оси и центр по центру. Чтобы понять, как работает Line Item Stretch, значение по умолчанию, нам достаточно убрать высоту фиксированную, которую мы задали для элементов, закомментируем ее
и указать какому-нибудь, например, для красного высоту 200 пикселей. И мы видим, что все остальные элементы автоматически подтягиваются и становятся одинаковыми по высоте. Это очень удобно. И мы не задали ничего дополнительно, так как Line Item Stretch у нас есть автоматически, нам достаточно только прописать Display Flex. Далее, для того, чтобы наши элементы выстраивались у начала поперечной оси, нам достаточно прописать Align Items Flex Start. И мы видим, как наш элемент модификатором Red остался с минимальной высотой, а остальные элементы остались с высотой по содержимому. Далее, соответственно, Align Items Flex End у конца поперечной оси, Align Items Center. Наши элементы расположены по центру. Свойства Justify Content и Align Items различаются лишь тем, что каждая из них определяет одну из осей родительского элемента. Первое изменяет основную ось, а второе поперечную. Justify Content основная ось, о чем уже говорилось неоднократно, так как это очень важно. Здесь мы видим слева направо она движется, и при значении column она меняет свое местоположение, можно так сказать, вертикально и движется сверху вниз. Да, так и есть. Элементы выравниваются слева направо, сверху вниз и наоборот. В случае с Line Items мы меняем поперечную ось. При значении Row она движется сверху вниз. И Flex Start при значении Column слева направо, горизонтально. И Flex Start. Я надеюсь, для вас это было понятно, и мы можем продолжать и двигаться к следующему уроку.